Тут контрзамок. Видите? Оп, 300 камня покупка. И свой замок. И нет, отмена. Господи, господи, господи. Давайте продолжим знакомство с игроками не самого топового уровня, но достаточно солидными и интересными. В этот раз у нас будет Stoneplace, немецкий игрок, насколько я помню. И примечателен он тем, что он играет на запредельном АПМе, но пока не буду вам показывать, пока не спешим. Играет он на гунах против именитейшего так Эмбеля, который... на Аравии очень силен. Это чуть что стандартный рейтинг, Аравия. И MBL, кстати, тоже шел на рекорд 3000, кстати, как и Хера. И добрался до 2950 рейтинга. Но сейчас у него 2800 рейтинг, у Stoneplace EOE 2531. Очень высокий рейтинг. Это около топ-50 мира. Так вот, Stoneplace EOE на самом деле прошел в Т-90 лиге квалификацию, Silver лигу, зашел в Золотую лигу, и там в группе из 15 игр он выиграл 6, проиграл 9, вылетел оттуда с 5-го места, но солидно. В принципе, он забрал катку у Льюиса, выиграл касву, то есть какие-то результаты показывает. Но давайте смотреть, насколько быстро он может играть. Смотрите, как он оленя подводит, точнее зебру. Моментально, вы видите? Нет даже задержки. Возможно, он использует какие-то секретные следовать за юнитом команды. Ну что, играет он на гунах, а Эмбель на инках. Матчап довольно интересный. Инки, кстати, тоже стали довольно метовой темой на Аравии. Много у них бонусов, которые все чуть-чуть помогают. И в целом против гуна смотрится неплохо. Но у гуна всегда есть свой, как бы, момент. Оп-оп. Немножко сложное убийство кабана здесь я увидел. Но давайте смотреть, какой у него по разведке. Овцы разведывают, одна даже уходит очень далеко. Здесь, в принципе, ягоды на бэке, золото, оладушки есть. С лесом пока непонятно, хотя вроде как есть сюда лес. Так, он почему-то рубит пока здесь деревья. Наверное, думает, на какую лесопилку выйти. Не спешит. У Эмбеля тут все проще. Бэковая лесопилка. И нет, не 4 на лесе, всего лишь 3. Каждый его домик дает 10 популяции. Поэтому 3 на лесе это уже может быть показатель того, что человек собирается делать барак. Хероидное золото, как мы видим. Хероидные оладушки. Так, ну и Эмбель тоже подгоняет своих чуваков. В принципе, конными лучниками можно поиграть. Да, действительно, Stoneplace EOE выбирает лесопилку сзади. Такая неплохая лесопилка. Интересно, у него ник. Что он значит? Stoneplace. Просит камень. Команда номер 6 в эпохе. Окей. В принципе, если увидеть этот лес, то тут можно сообразить какой-то завол загунов, но загунов редко волится. Ну, если интересно, давайте посмотрим АПМ. Пока Stoneplace не сильно разогнался, около соточки держит. Слабенько. Но мы увидим, как у него ПМ. Так, хорошо. Но уже есть 1 секунда айдла. Ну, очень сильно он... как будто очень ранний переход хочет, да? Всего лишь 2 на лесе довольно поздних. И жрет только быструю еду. Хотя вот тут козочку жряет. И... Ух ты. Довольно опасно. Здесь Эмбель должен на опыте, конечно, читать, что делает Stoneplace. Он играет очень гибко Аравию. И обычно смотрит, что делает враг, и по ситуации работает. А Дефа иногда играет просто вышками на Аравии. Это очень классный стиль, который практически никто не использует. А жаль. Ну, посмотрим. У Инка дешевые вышки. Есть нормальные там апгрейды все на вышки, насколько я помню. Да, все неплохо. Ну, разве что вот архитектуры нету. Ну да бог с ней. Итак, скаут побежал в разведочку. Уже нашел 2 нейтральных камня, кстати. Нашел золото. 3-й олень подгоняется. Stoneplace всех 3 подгонял довольно быстро. Побыстрее, чем Эмбель, но у него и орел, соответственно. Переход идет, я так понимаю, без 19 без лума, загуна и... 2-я лесопилка. Классический переход. Единственное, что без лума, это немножко опасно. Здесь в табло прилетело 3 стрелы, но не сильно страшно. Раннего барака я так и не увидел, тоже 2-я лесопилка. Ну что, 4 лесопилки. Так рано? Окей. Здесь у нас много леса, я вижу, жрет Stoneplace. Явно думает, что делать. Ставится барак, наконец-то. Ну что, военные юниты Инка... которые, ну, по идее, у них скидка. Военных только юнитов. Ну, это очень много юнитов, на самом деле. Пика, скирмы, орлы, мечники, слингеры.
Очень много. Ну и уникальный юнит Камык. Так, здесь что-то странное, но привол форвардного барака. Играть в пика скирмы Загуна можно, но, наверное, этот вариант неплох против человека, который открывается в скаутов. Инк в скаутов открывается редко. Хорошо. Сейчас важно следить, какую информацию получают игроки, сколько лесопилок, где что открыто. Кстати, информации нету. Ну, интересно, да. Так, апнулся, делает сразу лун. Проверяет золото. Не на золоте, по крайней мере, на этом. Имбели, здесь камень тоже пропускают, окей. Крестьянка есть, она с лумом. Она убегает. Так. А Имбели, я так понимаю, не слишком как-то грамотно пошел в разведку и упускает здесь, как-то не разведал, абсолютно неграмотно здесь посмотрел на ладушки и думает 3 тайла. Ну нет, это 4 тайла. 3-4 тайла большая разница, 3 тайла это нейтралка. Окей, топорик есть, здесь что? Конюшня и сразу стрельбище. Ну да, очень много... Ух ты, да. И пока еще не стрельбище, сначала 2 фермы засеивает. Но стрельбище, мне кажется, будет сейчас, да. Он просто так экономику форсит. Неплохо, неплохо. Так, как Хера не лезет под ратушу убивать овец, Стоунплис продолжает разведывать. Здесь стрельбище барак, соответственно. А здесь 3 здания. Найс. И что мы еще видим? Огромные стены от Имбеля. Сколько он крестьян выделяет? Раз с пикой, 2, 3. А здесь орел. Ну, вот его стиль, в принципе. Он же даже не нашел врага. Да-да, он такой вернул. Все, пофиг, волимся. Волимся. Не супер оптимально, может быть, но... Ну, жесть. 6, на самом деле. Это дорого. Давайте посчитаем, сколько это тайлов. Примерно. 70 тайлов на 3, 210 леса. И еще работа крестьян, то есть около 300 ресурсов. Я думаю, тут спокойно, даже больше. Так, небольшой привол здесь. Достаточно просто было бы эту крестьянку убить, но там рядом все равно пики. Пики дешевые. И уже 5 пик. Классический эмбель с пиками. Топорик, хомутик. Отлично. У него, кстати, лама была в старте, именно поэтому у него до сих пор много кос осталось, целых 3 жирных. Ну, олень не подгонял. Красавчик. Имбель, все фермы будут с хомутом. Помните, раньше у инков был бонус на хомут, то, что он делался в 2 раза быстрее. Дурацкий бонус. Так, ну и по классике здесь катает Стоунплис, скауты плюс скирмы. В принципе, не с дурной экономикой, но без хомута. Что у него еще можно увидеть? Ну, ничего. Ничего, выхода на золото нет, но 50 золота остается на стрелу, как обычно. Это бывает. Ну и надо думать. Забирают козу, вот так тебе. Вот твой бонус, инка. За 1 клик решила. 3 скаута изнутри могут попытаться ворваться. И здесь давайте смотреть, что Эмбель придумает. Будет ли волить креста? Я думаю, тут Стоунплис попытается как-то не дать закрыть. Давайте смотреть, потому что у него подбегает скаут, да, с холма принимает, но здесь... Так, ага, он успевает, Эмбель, прокликать этот тайл, но дырка есть, скирмы туда идут, нет. Тут вообще скирмы до сих пор сидят, ну давайте смотреть. Супер на спокойствии. Кстати, теоретически он мог здесь делать ворота, пока не было скаута. Ну ладно, он решает убегать, потому что пики подходят и ему пришли на форт. Встречают 7 скирмов сразу. Делается кузница, кстати, и хомутик после уже аж 11 ферм. Напомню, что хомут не влияет на старые фермы, только на новые. Ну, интересно. Ни одного орла не сделал Эмбель, мог бы одного сделать, потому что у него тоже 50 золота, но решил не делать, поэтому против скирмов ловить нечего. Кстати, где орел, он где-то там. Ну, внутри уже находиться армией Эмбелю смысла немного, ну, как бы, вообще-то есть смысл. Сейчас его могут раскидать на микро. Давайте смотреть, что покажет Стоунплис. Сейчас его могут раскидать, и здесь... Неприятная ситуация. Так, пики выходят, теряют одного скаута, но вроде выстрел пошел, минус пика. Добавляется стрела, отлично, плюс дальность, плюс урон. И вот тут непонятно, Эмбель решает не удалять свои стены, не заходить армией внутрь, решает... Наверное, правильный мув, решает максимально... далеко умереть от своей базы, да, грубо говоря, загнать их подальше, да, он там умрет, потому что армии будет становиться все больше и больше Стоунплис, и он размикрит, вероятно. Но зато вся база будет в безопасности. Такой размен. Все-таки помним, что юниты дешевые, но не бесплатные. Итак, у Эмбеля есть, кстати, айдол, он отстает. И самое интересное, что у ребят уже по 20 на еде, но ни одного на золоте. Разве это не прикол? Так, Стоунплис понял, что что-то его разводят, что-то он каких-то бомжей гоняет
Хотя троих оставил, да? Остальными пошел на форвард. Ну что, на самом деле неплохая разведка у Stone Please. Он видит все 3 золота, но одно в середине. Но Бель все равно берет свое основное золото. И здесь то же самое. Угу. Тачечка на 36 крестьянах. Неплохо. Прямо после тачки, по идее, да, 6 на золоте, он подогнал еще 2 с леса, как раз будет переход, я думаю. Прямо после тачки. Итак, здесь первым вроде как реагирует Stone Please. Еще минус. Пока раскидывает скирмов. Ну и отлично, отлично. 6-1 КД. Тоже делает кузницу. Так, ну видите, ферм стало намного больше, поэтому, может быть, кому-то купился. А вот здесь подловили чуваков. Холмы решают. Ну что, странно, что скауты здесь ничего не бьют. Как-то не помогают. Странно. После перехода, ну, одного креста придется сделать. Не хватило немножко золота. Кстати, он не нашел овец. Да, unlucky. Unlucky. Поэтому пришлось, возможно, и рано фермы делать. Да-да-да, помните тот момент. Не доразведал, кстати. Так, ну здесь рынком просто запирается MBL. Можно было здесь пытаться прорваться, но решает пойти обратно Стоун. Стоун! Интересно, MBL вкладывается в стрелу, соответственно, задерживает переход в замковую эпоху. Нашел овец, такой, блин, я же нашел овец, надо подумать об этом и умереть. Нет, не надо, кстати, возможно, и не умрет, но тут в зависимости от того, что сделают орлы. Так, орлы сам быстрый юнит здесь, пика немножко медленней. Ну, будет ли окружение целый крест, может умереть, это же так важно. Ну, на этом уровне, я бы сказал, один крест никогда не важно, а вот, ну там, на таймингах раньше 10 разве что. 10 популяций. Вот где-то 2 креста, это уже будет больно. Уже будет сноуболиться. Тоже нажал переход, кстати, продав 200 лишнего леса, которого, возможно, и сэкономил на хомуте. Так, ну, Гун играет по классике. Куча ферм. Стен минимально, как бы. Много армий. И что-то я еще хотел сказать. Не помню. Но я хотел сказать, что... даже не знаю, честно говоря. На что-то хотел обратить внимание, но здесь пока не понял. Ладно, массит армию. Без домовтыков, без айдлов. 8 секунд айдлов всего лишь. Ну что, здесь как будто бы надо седло дожидаться, я думаю. А, седло есть. А, седло вкачал уже. У Гуна бонус то, что, конечно, работает быстрее. Это отлично работает. Так, тут пошли апы на пехоту. И, если вы знаете, у Инка с замковой эпохи крестьяне тоже будут подвержены этим апам. Они тоже будут на них влиять. И крестьяне будут реально сильные. Ну, как сильные, на самом деле, не очень сильные, но немножко от трейда будет не так сильно сдыхать. Так, апгрейды на золото. Да, я вот хотел сказать, что типа Гун тоже играет без рынка, просто с такой вот хорошей экономикой забаланшенной. Мне кажется, Гун часто играет без рынка. Что, вторая стрела сразу, в принципе. Помним, что орлы, кстати, орлы делаются с 2 бараков. Орлы сразу получат дополнительный урон в замковой эпохе. Ну и как будто бы будет он апать орлов. А рыцари не заказывают. Легкую каву заказывают. Сколько тут вообще хпшек? 259 хп на скаутах. Ну окей, наверное, это того стоит. И вторая конюшня. Не снаружи как бы, а внутри. Так, здесь тоже апаются элитные скирмы. Точнее, апаются элитные скирмы, потому что Stone Please их не апнул. Ну что, армии что-то до хрена, да, вам не кажется? Прям скорпионы напрашиваются какие-то. Порубить пацанов. MBL, я думаю, почти в каждой игре в целом обожает добавлять ратуши. Обожает иметь экономическое преимущество на Аравии. И при первой возможности он это делает. Кстати, у него все здания, которые стоят камень, имеют скидку на 15%, поэтому камень сохраняется немножко. Так, ну, пока все по классике. Сейчас 2 конюшни начинают работать. 20% быстрее. Вот эту дырку он реально просто вот так вот оставит и даст зайти. Это же просто дизастрич. Но элитный скирм 30 секунд. Надо ждать. Это ключевой апгрейд здесь. Наверное. О май гад. Чувак, серьезно? Ну, по крайней мере, он вернул всю армию. Начинается микруха -1. Так, здесь продолжает движение. Продолжает движение, это самое важное. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну, не дает крестьянам подойти. Ага, элитный скирм на месте. Кстати, у обоих нет вообще никакой брони. Здесь апаются пики, их так-то 6. Но орлов 11. Но орлы уже апнуты, да? Нет, они Eagle Scout, не Eagle Warrior. Тачка есть. Также, ну, Stone Please качал и феодалки.
Еще ратуша. Ну, хорошие ратуши, кстати, ставит. Здесь два орла немножко отвлекают. И здесь ратуша. Ну, кстати, прикольная ратуша. Правда, она не вплотную к лесу, что немножко странно, но окей. Нападает кавалерия, на ней как бы обычные апгрейды, в принципе, неплохие. Но, да, как-то стрёмно. Хотя по цене армии у нас 2100 против 2000, да? Цена армии. Ну, дешевая армия у Имбеля, реально. Намасить легко. Ну, вот такие танцы, но проблема в мультитаске. Ага, но тут есть рыцарь и минус одна крестьянка. Нормалек. Вообще, суммарно 2 креста всего лишь слил. Stone, please. Не так, чтобы много. Аккуратно уворачивается. Видите, держит его на дистанции. Пытается подбежать, подловить на ошибки Эмбеля. Но пока он не ошибается. И делает пилу. Сколько у него бараков? Он играет в 2 пока что. Да, 2 барака. Ну, видимо, они работают на постоянке. Скирмок, кстати, продолжает делать. Интересный момент. Хотя оба продолжают скирмов делать, да, это же недорого, 60 ресов всего лишь. И здесь третий ратуша ставится уже намного большим количеством крестьян. Ну, чё-то я даже не знаю, слишком такая потная игра. Как будто бы инки в лейте лучше, но еще пик силы у Гуна будет. Это поздняя замковая эпоха, я бы сказал. То есть, когда ты можешь не париться о домовтыках никогда. У инка, например, домовтык. У него тоже бонус, да, домик поставил 10 лимитов, но он не поставил заранее домик. Тут это, конечно, надолго решит домовтык. Так, среагирует ли сейчас Stone, please, на тот врыв? Камня у него нет, домов тоже, поэтому надо реагировать, я не знаю чем, частоколами получается. Очень неудобно за Гуна в этом плане, без камня жить. И без домов. Ну что, Stone, please, врываться вперед по жителям из-за домовтыка. У него 39 секунд айдла на 3 ратушах. Отлично. И здесь, знаете что? Он же нападет. То есть тут преимущество в том, что кони до ткани подбегают быстрее, а пехоты не то чтобы. Здесь какой-то был маленький врыв. Он реально частоколами парится. И начинается врыв с кирмы. Они стреляют даже в орлов, лол, не в скирмов. Ну, это развал просто. Эмбель разваливается. То есть сейчас все юниты сдохнут. Абсолютно. Бой, посмотрите, 20 юнитов, на 20 больше юнитов убитых здесь не прошел, чувак. Экономика, ну, примерно равная по добытым ресурсам. Туда-сюда. Ну и вот он момент, когда все будет плохо. Если поставить 4 конюшни и спамить коней, легкую каву, и можно, лимит может вырасти очень быстро у Гуна. Сейчас 140 будет лимита, я думаю, не заметите. Ладно, здесь что? Нашел пачку орлов. Интересный момент. А что, если сейчас выйти в мечника вообще по приколу? Хотя, конечно, нет саплайсов, гамбизонов. Мечники у Гуна посос одни из худших. Но они, по идее, все равно будут контрить орлов. Но есть еще монахи. И ап на орлов. Ап на орлов, но нужны пики. Что-то я пока не понимаю, как Имбель будет дефаться. Камень он также не добывает. Через камаюков бы как будто бы играть. Но до этого даже вообще нет попытки. Про камаюков решил дозаволиться здесь. Окей, потому что орлы в какой-то момент могут прибежать. Ну что, Stone, please, немножко начинает отлить. Построение квадратиком любит, видимо. Как учил Хера. Здесь попытка. И она тоненькая. Вот, кстати, крестьяне с 4-й броней стрел. Как вам? И урон 3+1. Да-да-да, апыш пехоту, апыш крестьян. Так, еще бараки. Ну, бараков становится много, прям 6, да? 6 и форвард осадка. Как будто бы надо было эту осадку поставить прям вот, когда ты понял, что выиграл бой. Вот, уже выигрываешь бой, ставишь. Ну, ладно. Ну, сейчас можно запушить этот ратушу, да, с холма. Так. Ну, отлично, скирмы используются просто в монахов. Монахи довольно медленные, иногда даже без баллистики можно скирмами убить монкасов. Но одного не получилось. Ё-моё. Прямо сейчас кто-то у нас зафоловился. Интересно. Когда видос записываю. Так, в осадке ничего не пошло. Уже тут 5 на камне. Идет сразу таран. Сразу таран. Не скорб, ничего. Чувствует преимущество по армии Stone, please. Цена, давайте смотреть, 3300 на 1900. По ресурсам добытым Бель на 300 в плюсе, но... 300 в плюсе. Ага, тут коза, окей. Добывает золото. Хиляет рыцари, серьезно, интересно. Выход еще на золото. И здесь большой размер идет с холма. Как бы тут вышел Скорпион бы уже, он, походу, быстрее делается, чем Тарану, я не уверен. И здесь, на самом деле, скирмы немножко заканчиваются у Стонприза. У него вообще закончились скирмы, остался на пехота. И здесь сам момент, когда можно делать пики, но проблемы с едой есть у Эмбеля. Выходит Монки. Так, остался один скирм. Давай, скирм, давай. Но тут может помочь легкая кавалерия против монахов. Хотя вот он раненый, как будто он контролит. Короче, контроль Стонприз много. Так. Можете АПМ смотреть. 170 эффективного АПМ. И он очень сильно контролит армию. Так, ну не только. Таран здесь как будто бы второй таран. Окей.
Второй таран. Интересно, что имбель сейчас концентрируется, короче, на производстве 6 бараков. Отпушивать немножко. Так, с монахом запивил. Легкая кого-то легко с этим справиться. Кстати, это что? Это чуваки до сих пор хиляются. Интересный момент. С подхилом. Так, легкая кава смотрела, где есть монахи, не нашла и отбежал назад. Ну что, а сколько конюшен в конце концов? Как будто бы он не добавлял конюшни. 2 конюшни. Монастырь и осадка. Не хватает конюшен, я думаю, здесь. Ну, окей, окей. Много микро. Монах подходит. Так. Ну, очень плотная катка по всем просто показателям. Stone Please держится на уровне абсолютно. Никакой просадки там какие-то... Ну, он вообще, то есть... В чем-то лучше, в чем-то хуже. Ну, даже сложно пока сказать. Давайте смотреть. Здесь копится Таран и Манганель. Это уже надо ситуацию решать. На 25% хп, или 20, вывалится все из осадки, и это может быть неприятным моментом. Так, монах просто идет в пик. Так, выходит катапульт, тараны что-то тупят. Еще какой-то выстрел. Кстати, в Монка минус конверт этот 100%. Это довольно важно. Так, отходит. Ну, там много пик, конечно, скирбы. 4 штуки скирбов, но в кого не стреляют, тоже вариант непонятный. Таранами можно здесь на самом деле тупо танковать, принимать урон. И кто выигрывает этот бой? Наверное, все еще кони, потому что пик не то чтобы много, хотя заказано уже много. Так, тут бы сейчас замок поставить инкский, но не получается. Наконец-то додумался до скорпов. Но почему массе тараны? То есть он правильно... Массе тараны можно, если бы ты реально там, ну, превосходство по армии огромное. Он только сейчас третью конюшню делает, окей, не знаю. Но Stone Priest может уже делать замок. Стоун, вперед! Делай замок на центре, куда-то. Нет, сконверт пики, это прикол, конечно, больше. Ну, Орла было бы круче сконвертить, конечно, но у него есть резист. Но потом бы Орла использовать против вражеского монка. Короче, очень интересный тут бой. Сражение за центральную позицию. Выходят кресты золота буквально. Я так понимаю, Stone Priest играет абсолютно без рынка, то есть своими силами все балансит. Конверт от имбеля, два найта с конверчена, ай-яй-яй. Кстати, до сих пор без второй брони, без второй атаки. Ну окей. Все равно 3 конюшни с гуны это много. Это почти как 4 конюшни, тут контрзамок. Видите, оп, 300 камня покупка. И свой замок. И нет, отмена. Господи, господи, господи. Решает поменять, как Хера сделал против Лири в финале, да? Просто, на раз шути поставлю, окей, тараны. Но здесь проблема в том, что Эмбель тоже отменяет. И тоже он вообще тут удаляет стену и делает все равно. И у меня больше здесь жителей. У меня еще подойдут жители. Он удалил тайлу, но не бьет. Параллельно происходит миллиард боев. Релики почему-то никому не нужны. Кони дотекаются или нет. Все в заказ. Замок. Но видите, приходят еще жители. Очень важный мув с этим домиком. А приколите, если бы Stone Priest додумался здесь свой домик. Гун, вообще у него домика нет. Ладно, слишком сложно. Монахи есть. И выигрывает бой кто? Непонятно кто. Осадка до сих пор живает. Тут скорпы, тараны делаются все подряд. Достроит ли замок чувак на стоуне? Скорпы, стреляйте в крестьян! Тут 98%, 99, 100. Здесь 93, 94 кресты. Куда замок стрелять, непонятно. Как будто бы вообще в замок. Последняя крестьянка или что? 97%, 98, у нас 97, 77, 97, 77. И это GG. Ой-ой-ой, ну, чувак, блин. Вот она разница, понимаете? Вот она разница между 2500 и 2800. Она в этом. В решениях вот таких вот. Просто жестких решениях. Вот это прям поучительная катка. Вообще жесть. Я офигел просто. Не в каких-то там овцах, не овцах, айдлах, микро. Микро у Stone Priest может быть и лучше было здесь. Но решение, да? Решение. С таранами слишком рано. И здесь замок, как же Эмбель просто как походу в 10 тысяч таких ситуациях уже побывал. Он все вселенные уже видел. И он такой, ты ставишь на меня замок, я контрзамок. Но он не спешит, он смотрит, что делает враг. Враг отменяет, что-то там начинает мудрить, то тоже отменяет. Удаляет дом, подходит еще 5 жителей. И все. Бах-бах-бах-бах. Было бы прикольно еще увидеть, если бы он еще параллельно ставил вышку дешевую за инка. Это было бы вообще тема, мне кажется. Но, как бы, он выиграл. Хотя было на тоненького, 97-77. И в таких ситуациях ты всегда такой, почему я не взял на одного жителя больше, грубо говоря, да? Ну или, вот... Хотя ситуация, конечно, все равно было бы сложно, достроив этот замок с потерей такого количества крестьян, все равно, видите, минус 18. Непонятно, что было бы. И самое интересное, это какой-то трэш. Ребята, посмотрите. Хера, он вообще просто как, я не знаю кто, как черепаха играет по сравнению со Stone Priest. 206, это вообще какой-то бред. Еще раз, это эффективный АПМ. То есть MBL 74 АПМ, 124 на максимуме. Это он запотел 124. У чувака 216 в среднем 400. Это какие-то поломанные цифры, я не знаю, это какой-то бред. Типа, серьезно? 216 среднего АПМа? Это запредельный уровень, это какой-то рекорд просто. Я больше ВПМа тупо не видел.
И чувак реально так играет, походу. Потому что это не единственная такая фигня. То есть у Херы было, помните, на турнирах там типа 120, 130, потом он на Red Bull что-то там 150, даже 170 показывал, но 216, ну, камон. Да, но АПМ не все решает, слава богу. Но чувак красавчик тупо. Он убил намного больше юнитов, но оно и понятно. Кони есть кони, рыцари сильные. По экономике немножко хуже. Ну и, кстати, рынок. Почему иногда все-таки нужен рынок? Может, не рано, но в средних замках где-то поставить рыночек может помочь в таких сложных ситуациях, потому что все не... Не, ну это серьезно, посмотрите на график. MBL, который апал 2950 рейтинга, он как будто какой-то хлебушек просто. Он не может нигде даже хотя бы сблизиться с минимальным АПМом, только здесь в конце. На самом деле странно. АПМ в конце... Я думал, в конце у него огромный, а у него в середине огромный. Кринж. Экономически у них примерно одинаковые, но военные... Да, жесть. Надо будет последить за этим чуваком. Говорю, он в золотой лиге играл, то есть топ 48 игроков, но вылетел оттуда. Как бы чувак что-то умеет, но вот его имбельчик таки захавал. Как он такие катки, такой игрок? Обязательно пишите ваше мнение. Что вы думаете? Эпоха превращается в какой-то уже кринж.